Паси Лопес, так немножко мы уже заглядываем с вами во второй тайм пока Рональдиньо. Ой-ой-ой-ой-ой! Можно уйти со стадиона на некоторое время. Вы видели когда-нибудь что-нибудь подобное? Это просто, это за пределами комментариев, это за пределами понимания. Já cobrou o escanteio. Ronaldinho levantou para a área por cima. Gol! Роналду де Ассис Морейра, или просто Рональдиньо, бразильский футболист, выступавший на позиции атакующего полузащитника и нападающего. Лучший футболист мира по версии FIFA в 2004 и 2005 годах. Обладатель золотого мяча, вручаемого лучшему футболисту Европы, и множество других престижных наград. Считается одним из лучших футболистов в истории футбола. Отличался невероятным дриблингом и уникальными по исполнению голами. Рональдиньо родился 21 марта 1980 года в городе Порту-Алегри, будучи третьим ребенком в семье. Его мать работала продавщицей и училась на медсестру. Его отец был рабочим на верфи и сторожем стоянки клуба Гремио. Ранее он играл за местную любительскую команду Крузейро. Именно отец стал первым тренером Рональдиньо, обучая его игре в футбол, который он практиковал на улицах своего родного города. В 1987 году Рональдиньо начал учиться, пойдя в колледж. Однако любовь к футболу брала свое. Рональдиньо мог играть в него весь день, и даже когда его друзья не могли из-за усталости продолжать игру, он гонял мяч вместе со своей собакой Бомбон. В возрасте 7 лет Рональдиньо пошел в футбольную школу Ланжендонг. Тогда же он получил свое прозвище – Рональдиньо, что означает «маленький Роналдо», будучи самым младшим среди игроков самой юной команды Гремио. В 1988 году, когда Рональдиньо было 8 лет, отец семейства скончался от сердечного приступа. Когда старший брат Рональдиньо, Роберто де Ассис, подписал контракт с клубом Гремио, семья переехала в более престижный район Порту-Алегри. В 1991 году Рональдиньо стал играть за команду Бело Оризонти. Одновременно с большим футболом Рональдиньо занимался мини-футболом и пляжным футболом, что помогало ему в матчах большого футбола. В 1993 в возрасте 13 лет Рональдиньо впервые был упомянут в бразильских СМИ, когда он забил все 23 гола в одном из матчей против местной команды. Игра завершилась со счетом 23-0 в пользу Бело Оризонти. Карьера Рональдиньо в Гремио началась в 1995 году с молодежной командой. В 1997 он подписал свой первый профессиональный контракт с клубом. В том же году Рональдиньо стал считаться восходящей звездой бразильского футбола. Через год Рональдиньо дебютировал в состав первой команды клуба в матче Кубка Либертадорес. Спустя год Рональдиньо выиграл свой первый серьезный турнир – чемпионат штата, в розыгрыше которого забил 15 голов в 14 играх, один из которых в финале в ворота Интерсионаля. 17 января 2001 года ПСЖ сообщил о трансфере Рональдиньо за 5 миллионов евро. Последний месяц бразилец провел в Гремио, болельщики которого начали кампанию против игрока. Брат Рональдиньо, Роберто Ассис, был объявлен предателем, и все действия Рональдиньо всегда сопровождались свистом. По прибытии в Париж Рональдиньо получил футболку с номером 21 и был выставлен в линию атаки. Рональдиньо провел большую часть сезона 2001-2002 годов, чередуя за собой роль скамейника и роль игрока основного состава. Первый гол за клуб Рональдиньо забил 13 октября в матче против Лиона. Возвратившись с зимних каникул, Рональдиньо выдал потрясающую серию, забив в 4 матчах подряд. В начале нового сезона Рональдиньо сменил свой 21 номер на 10. Бразильский нападающий стал чаще попадать в стартовый состав. Хотя его выступления в клубе во втором сезоне не привели болельщиков в восторг, Рональдиньо стал лучшим игроком сезона в клубе. Несмотря на грандиозное выступление Рональдиньо, ПСЖ занял в турнирной таблице чемпионата всего лишь 11 место. После окончания сезона Рональдиньо заявил, что готов покинуть клуб, потому что он не пробился в Еврокубке. 19 июля 2003 года после очень трудных переговоров Рональдиньо стал игроком Барселоны, заплативший за трансфер бразильца 32 миллиона евро.
Он дебютировал в составе своей команды в товарищеском матче с Миланом, забив гол, а его клуб выиграл 2-0. Всего в своем первом сезоне в составе Барсы Рональдиньо провел 45 матчей и забил 22 гола. По окончанию сезона Рональдиньо был признан лучшим иностранным игроком чемпионата Испании. В том же году он получил титул лучшего футболиста мира по версии FIFA, который был ему вручен 20 декабря 2004 года. В сезоне 2004-2005 Рональдиньо выиграл титул чемпионата Испании, однако в Лиге чемпионов клуб проиграл на стадии 1/8 финала Челси, несмотря на то, что Рональдиньо забил 2 гола в гостевой игре. По окончанию сезона Рональдиньо получил титул лучшего игрока мира по версии FIFA Pro, а также золотой мяч и второй подряд титул лучшего футболиста FIFA. В том же сезоне он продлил свой контракт с клубом до 2010 года. В сезоне 2005-2006, 19 ноября, Рональдиньо забил дубль в ворота мадридского Реала на Сантьяго-Бернабеу. В конце игры, когда бразилец уходил на замену, он был удостоен аплодисментов от поклонников королевского клуба. В том же году Барса вышла в финал Лиги чемпионов, который клуб выиграл у Арсенала. За неделю до этого Барса отпраздновала победу в чемпионате Испании. Рональдиньо был признан лучшим игроком Лиги чемпионов и лучшим иностранным футболистом чемпионата Испании. В том же сезоне он установил свой рекорд по количеству голов – 26 мячей. 21 ноября Рональдиньо забил свой 50-й гол в чемпионате Испании, поразив ворота Вильярреала. В той же игре он забил через себя в падении. Позже Рональдиньо сказал журналистам, что мечтал забить такой гол, когда был еще мальчишкой. В ноябре 2006 года Рональдиньо занял 4-е место в голосовании за золотой мяч, а месяц спустя занял 3-е место в вопросе на лучшего игрока мира FIFA. Начало сезона 2007-2008 вышло для Рональдиньо неудачным. Дошло до того, что болельщики Барсы стали освистывать бразильца. К тому же подготовка к сезону помешала травма, из-за которой он пропустил несколько первых игр. 3 февраля 2008 года Рональдиньо провел свой 200-й матч за Барселону. В середине сезона Райкард, недовольный отношением бразильца к тренировкам, вывел Рональдиньо из состава команды. Позже Райкард доверил Рональдиньо место в стартовом составе в игре против Реала, однако бразилец чрезвычайно неудачно провел эту игру, а вину за поражение общественность возложила именно на него. 3 апреля Рональдиньо получил разрыв мускул на правой ноге. В результате он выбыл на срок 6 недель, вследствие чего сезон для него был закончен. В мае тренер команды заявил, что Рональдиньо нуждается в новом вызове, утверждая, что бразильцу нужен новый клуб. Последний матч за Барселону Рональдиньо провел 28 июня в Венесуэле в выставочной игре против расизма, в которой он забил 2 гола. А матч завершился со счетом 7-7. В июле Рональдиньо был куплен Миланом. Миланский клуб заплатил Барселоне 21 миллион евро. 17 июля форвард был официально представлен как футболист Милана. Тем же вечером он был представлен Россонери на Сан-Сиро, куда собралось 40 тысяч зрителей. 28 сентября он забил первый гол за клуб в ворота Интера и принес победу своей команде со счетом 1-0. Несмотря на достаточно удачное начало, в середине сезона Рональдиньо перестал выходить в стартовом составе команды. Часто появлялся на скамейке запасных. Всего в первом сезоне в Милане Рональдиньо провел 36 матчей и забил 10 голов. В начале сезона 2009-2010 Рональдиньо был вручен приз Golden Foot, присуждаемый лучшему игроку старше 29 лет в Европе. Вскоре Рональдиньо набрал хорошую форму, а после матча с Сампдорией, где Рони был лучшим игроком встречи, президент Милана Сильвио Берлускони сказал, что Рональдиньо возродился как игрок. По итогам первенства Милан занял 3-е место. Рональдиньо с 15 голевыми пасами стал лучшим ассистентом серии А. В начале следующего сезона пошли слухи о скором уходе Рональдиньо из Милана. К тому же он перестал показывать прошлогодний уровень игры и выражал недовольствие тактикой нового главного тренера команды Массимилиано Аллегри. В 2011 году Рони завершил выступление за Милан. После карьеры в Милане Рональдиньо играл в таких клубах, как Фламенго, Атлетико Минейро, мексиканский Керетаро и Флуминенсе. Карьера в сборной.
Рональдиньо начал свои международные выступления со сборной до 17 лет, с которой выиграл чемпионат мира. На этом турнире он забил 2 гола и по итогам розыгрыша получил бронзовый мяч. 26 июня 1999 года, за 3 дня до начала Кубка Америки, Рональдиньо дебютировал в составе первой сборной Бразилии в товарищеской игре против Латвии. Позже на Кубке Америки Рональдиньо забил один из 7 безответных мячей своей команды. Тот Кубок Америки Бразилия выиграла. Через неделю после завершения Кубка Америки Рональдиньо был вызван на Кубок Конфедераций, где он провел все матчи, кроме финальной игры, которую Бразилия проиграла 3-4 Мексике, а также сделал хэт-трик в игре с Саудовской Аравией. Рональдиньо за свои выступления был признан лучшим игроком и лучшим бомбардиром турнира с 6 голами. В 2002 году Рональдиньо участвовал на своем первом чемпионате мира. На турнире он сыграл 5 игр и забил 2 гола. Первый гол он забил на групповой стадии в ворота Китая в игре. Второй мяч Рональдиньо забил в ворота Англии. Этот гол принес бразильцам победу. На 50-й минуте встречи Рональдиньо ударом с 35 метров поразил ворота Давида Симена. Через 7 минут Рональдиньо был удален с поля после фола на защитнике англичан Дэнни Милзи. Из-за этого он пропустил полуфинальный матч, но вышел в финал и помог своей команде победить Германию и стать чемпионом мира. В 2005 году Рональдиньо помог своей команде выиграть Кубок Конфедераций, а также был назван лучшим игроком финальной игры, где бразильцы победили Аргентину со счетом 4-1. На турнире Рональдиньо забил 3 гола. В 2006 году он участвовал в чемпионате мира, где провел все 5 матчей бразильцев. Сам Рональдиньо голов не забил. В 1/4 финала Бразилия проиграла Франции 0-1. После перехода в Милан Рональдиньо все меньше стал попадать в состав сборной Бразилии и со временем закончил выступать за нее. 16 января 2018 года Рональдиньо подтвердил свой уход из футбола через своего агента. Он ушел в отставку как один из 8 игроков, выигравших чемпионат мира по футболу, Лигу чемпионов УЕФА и Золотой мяч. Летом 2018 года Рональдиньо появился на церемонии закрытия чемпионата мира по футболу в России на стадионе Лужники в Москве, исполнив несколько тактов русской народной песни «Калинка» на африканском барабане. В память футбольных болельщиков Рональдиньо вошел в образе гениального футболиста, с лица которого никогда не сходила улыбка. Подобной была и его игра, которая не давала грустить как болельщикам клубов, за которые он выступал, так и соперникам.